Привет! Иерусалим – самый важный город в библейской истории. Царь Давид основал здесь столицу Иудейского царства. Царь Соломон расширил город и возвел здесь первый храм, который был разрушен вавилонским царем Навуходоносором. Ирод Великий строит здесь, в Иерусалиме, второй храм. Здесь проповедует Иисус. Здесь он был распят, погребен и воскрес. Но Иерусалим, который мы видим сегодня, тот ли это библейский Иерусалим? Эта стена и эти ворота не являются оригинальными стенами библейских времен. За свою долгую историю Иерусалим был как минимум дважды разрушен и восстановлен. Сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть стену и ворота библейских времен, времен царя Соломона. Итак, в путь! Для начала давайте прогуляемся вдоль иерусалимских стен. Вот эта стена была построена султаном Турецко-Османской империи Сулейманом Великолепным. Неувязочка, однако. Городу 4000 лет, а стенам старого города Иерусалима всего 500 лет. Как это возможно? К сожалению, Иерусалим видел много войн. Он был осажден 23 раза, завоеван 44 раза и как минимум 2 раза разрушен. Последний раз в 70 году нашей эры он был разрушен до основания римлянами. На его руинах римляне возвели римский город с языческими храмами и назвали город Элия Капитолина. Когда разрушается город, в первую очередь разрушается его стена, а затем она восстанавливается. И сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть реальные стены того самого Иерусалима, Иерусалима библейских времен. Мы увидим крепостные стены Иерусалима, построенные самим царем Соломоном. Пока мы идем вдоль этой стены, давайте посмотрим на нее. Как я уже сказала, этой стене 500 лет. Но это не значит, что каждому из этих камней 500 лет. Вы видите, насколько эта стена неоднородная, как отличаются камни, из которых она построена. Дело в том, что когда стена разрушалась, камни не уничтожались, а использовались при возведении новой стены. Ну, на самом деле, зачем вырезать новые камни, когда можно использовать то, что пригодно, ну и практически под рукой? Вот таким образом, хоть эта стена и возведена 500 лет назад, но она содержит в себе камни библейских времен. И это вводит меня, ну, просто в трепетное состояние. Ой, Олег, смотри. Смотри, смотри. Ты видишь то же, что я? Вот, смотри. Ой, ущипни меня. Ой, я пошутила. Ты видишь это? Обалдеть. Этому камню как минимум 2000 лет. Смотрите, если его перевернуть, то можно увидеть римскую цифру 10. И ниже 2 буквы И и Ти. Посмею предположить, что эту надпись оставили римские легионеры 10-го легиона Dea Legion Francis. Это тот самый легион, который осаждал Гамлу, разрушил Кумранский монастырь. Это легион, который осаждал Масаду и который разрушил Иерусалим и второй Иерусалимский храм. Так что это часть надписи. При восстановлении стены этот камень сочли пригодным для строительства. Возможно, немного обработали и использовали его при возведении новой Иерусалимской стены. Но цель нашего сегодняшнего путешествия – увидеть крепостную стену Иерусалима, построенную царем Соломоном.
Поэтому мы продолжаем дальше. Мы находимся сейчас в уникальном месте. Посмотрите вот на эти выступающие из стены камни. Это так называемая арка Робинсона, которая названа в честь библеиста Эдварда Робинсона, который идентифицировал ее как лестницу, поддерживаемую широкой каменной аркой. Эта лестница вела из Нижнего рынка Древнего Иерусалима к царской колоннаде комплекса Храмовой горы. Вот этот путепровод, так же как и Иерусалимский храм и царская колоннада, был разрушен во время Первой Иудейско-Римской войны в 70 году нашей эры. Сейчас на месте царской колоннады стоит комплекс мечети Алякса. Таким образом, вот эта арка Робинсона и вот эти огромные камни, оригинальные камни времен Второго Иерусалимского храма, времен Иисуса. Они были заложены иудейским царем Иродом Великим более 2000 лет назад. Но наша цель сегодня – увидеть не Иерусалим времен Иисуса, времен Второго храма, а Иерусалим более древний, Иерусалим времен Первого храма и царя Соломона. Посмотрите, еще один пример, как древние камни использовались при возведении этой стены. Так что очевидно, что когда люди строили эту стену, они подбирали разбросанные камни разрушенного Иерусалима и использовали их при возведении новой Иерусалимской стены. Ну что ж, давайте сейчас вернемся на 3000 лет назад, когда царь Давид начинает править объединенным Израильским царством. Первые 7 лет своего правления царь Давид правит из города Хеврон. Но затем он решает перенести столицу сюда, в Иерусалим, который тогда назывался Эвус или Салем. Давид завоевывает город и строит здесь свой дворец. Но в те времена Иерусалим был не здесь. Он располагался вот там, на противоположной стороне улицы, за теми деревьями и чуть правее. А вот здесь и выше все это была открытая местность. Гора Мория. С приходом к власти царя Соломона он расширяет город. Таким образом, мы находимся в месте, где с одной стороны город Давида, а с другой стороны гора Мория. И это тот район, который был застроен царем Соломоном. И теперь мы собственными глазами увидим постройки времен Соломона. Расширяя город, царь Соломон должен его защитить, и он достраивает крепостную стену к уже существующей. Посмотрите, эта стена была откопана в 2010 году. Археологам удалось датировать эту стену X веком до нашей эры, то есть это Соломонова стена. Я стою на крепостной стене времен царя Соломона. Кстати, о строительстве этой стены упоминается в Библии. וזה הדבר המס אשר יעלה מלך שלמה לבנות את הבית יחווה ואת ביתו ואת מילו ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזר. То есть мы видим, что для осуществления строительства Соломон вводит налог. И да, это та стена, о которой упоминается в Библии, а не те иерусалимские стены, которые мы видели до этого, которым 500 лет. Ну что ж, друзья, здесь внизу находится здание времен царя Соломона, которые не менее важны, чем эта стена. Пойдемте посмотрим. Эта постройка, в
которой обнаружены кувшины, также датируется X веком до нашей эры, то есть временем правления царя Соломона. Это было здание с несколькими этажами, и нижний этаж, вот на котором мы находимся, являлся складом. Здесь было обнаружено большое количество кувшинов. Конечно, это не те кувшины, это копии, а оригиналы хранятся в Музее Израиля в Иерусалиме. В кувшинах предположительно хранили вино и оливковое масло. Но самое интересное и важное, что было обнаружено, это надпись на иврите на одном из кувшинов. Надпись, которой 3000 лет. И она гласит «Лесар Ао». На этом надпись обрывается. Означает это для министра чего-то, что начинается на букву О. Предположительно, это может быть министр пекарей. Сарауфим. Вообще, если честно, если не знать, что тут написано, не разберешься. Хоть я иврит вроде как знаю. Вероятнее всего, что это здание с несколькими этажами было административным зданием при дворце царя Соломона. Мы вышли из административного здания и сейчас находимся в воротах города, построенных царем Соломоном. Здесь был вход в Иерусалим. И мы видим ворота, которые имеют одинаковую архитектуру с воротами Хацора, Мегидо и Гезера. Кстати, если вам интересно больше узнать о вратах Соломона и о гениальном политическом решении Соломона, которое не только привело к миру с Египтом, но и открыло невероятные возможности для экономического процветания Иудейского царства, то посмотрите вот эти ролики. Всем пока! Увидимся через неделю.